Здравствуйте, друзья! В комментариях и личных сообщениях вы часто просите меня показывать как можно больше полноценных сложных столярных проектов. И сегодня я с радостью выполняю вашу просьбу. Сегодня я покажу вам изготовление кухонного стола. Любое столярное изделие начинается с обдумывания концепции, чертежа и подбора материалов. Но в этом проекте у меня все получилось наизнанку. Именно материалом были продиктованы конструкция и стиль будущего изделия. Мне в руки попала кноль строганного шпона из дубового топляка. Шпон очень специфический, с массой дефектов, и в классической столярке применять его невозможно. Но для моего проекта он подходит наилучшим образом. Даже в необработанном виде материал несет в себе многовековую историю, поэтому стол я решил делать в стиле Arts and Crafts – искусство и ремесла. Мне необходимо было строго следовать стилю, и это вызвало массу сложностей, но обо всем по порядку. Шпон – это, конечно, не массивная доска, и его нужно наклеить на какую-то основу. Основой будет служить лист фанеры толщиной 15 мм. Я уже показывал наклейку дубовых ламелей на щит, когда делал столешницу для комода, но на этот раз такой вариант не пройдет. Шпон очень сильно коробленный, и его невозможно будет пристрогать. На этот раз я решил пойти другим путем. Лист фанеры я обрезал по длине с небольшим запасом и сразу прикинул, как на нем будут располагаться полосы шпона. Надо сказать, что задача оказалась не из легких. На всех полосах присутствует ярко выраженный повторяющийся рисунок, и это сразу выдает, что в изделии использовался шпон, а не массивная доска. Около часа я переворачивал и крутил полосы шпона, подгонял их между собой, пытаясь добиться хаотичного рисунка. В определенный момент я вообще перестал понимать, что и зачем я делаю, и решил сменить род деятельности, поэтому переключился на другую работу. Лист фанеры я распилил на полосы шириной 150 мм. Думаю, вы уже догадались, что я буду делать импровизированные доски. Фактически у меня получится так называемая инженерная доска. Фанерная сердцевина обеспечивает жесткость и стабильность, и на эту фанеру с двух сторон клеится шпон. Шпон очень специфический как по внешнему виду, так и по текстуре. Строган он на станках Марунака. Распаренное бревно режется вдоль волокон. При таком способе шпон не надламывается и не имеет лицевой или изнаночной стороны. И по своим свойствам он соответствует пеленому шпону. Но в моем случае есть и минусы. При строгании топляк не очень хорошо расслаивается, и кое-где наблюдаются небольшие бугорки. Их нужно сошлифовать, чтобы поверхность шпона была гладкой. Смена работы – это действительно очень хороший отдых, и я вновь вернулся к раскладыванию листов шпона. Еще около получаса потраченного времени, и наконец-то рисунок меня устраивает. Теперь полосы можно обрезать по длине. При помощи канцелярского ножа достаточно сделать несколько надрезов, после чего шпон легко ломается. Чтобы не запутаться, каждую полоску шпона я маркирую простым карандашом с лицевой стороны. Теперь нужно очень аккуратно подрезать шпон по ширине. Чтобы материал не крошился, прижимать его нужно как можно ближе к пильному диску. При попытке прижать шпон к плоскости он начинает коробиться, и хвост может вылезти влево или вправо. Поэтому я оставляю небольшой припуск и напиливаю полосы шириной 152 мм. Склейку я буду производить пакетами, и для этого мне нужно изготовить специальный стапель. Это будут две еловые доски, между которыми я буду стягивать струбцинами весь пакет. Доски нужно будет отфуговать, но делаю я это только с одной стороны, чтобы сохранить максимальную толщину. Чем толще доски, тем лучше распределится нагрузка от струбцин. А дальше подготовительные работы, и они заняли у меня больше времени, чем сама склейка. Чтобы ламели не прихватились друг к другу, их нужно перекладывать полосами бумаги. Как всегда, я использую серую крафт-бумагу. Я раскатывал ее прямо на напиленных полосах фанеры, и это оказалось очень удобным. Вставляю нож между полосами и просто провожу вдоль. Соответственно, и полосы бумаги у меня получаются той же ширины, что и полосы фанеры. Базовые доски должны быть на несколько миллиметров короче и уже, чем фанерные полосы. И еще нужно позаботиться о выравнивании всего пакета. Для этого я заготавливаю 6 реек. Эти рейки желательно сразу обклеить скотчем. 3 рейки я сразу закрепляю на одной из досок, 2 по длинной стороне и 1 по торцу. Так мне будет укладывать пакет намного удобнее. Шпон я решил наклеивать на клей-пур, потому что он не содержит влаги.
Клей моментально поглощает влагу из воздуха и вспенивается буквально на глазах. Тут, как говорится, на базаре не зевай, и работать нужно очень быстро. На каждую из фанерных полос нужно уложить шпон, обязательно положить бумагу и собрать все детали в единый пакет. Сверху на пакет я укладываю вторую доску и немного прижимаю струбцинами. Клей очень скользкий, и детали ползут друг относительно друга. Чтобы этого не происходило, в первую очередь устанавливаю выравнивающие рейки. Они не дадут уползать деталям. И только после этого можно стягивать весь пакет по плоскости струбцинами. Здесь самый главный принцип – струбцин много не бывает. Ширина всех деталей в пакете разная. Самую большую ширину имеет шпон – 152 мм. Фанера имеет ширину 150 мм. И доски, которыми я стягиваю весь пакет, около 148 мм. Разную ширину деталей пришлось сделать потому, что шпон не имеет идеально прямолинейной кромки. Через пару часов струбцины можно снимать. Естественно, во многих местах клей пробил через щели шпона, и бумага прихватилась к поверхности. В этом нет ничего страшного. Шпон толстый, и его можно безбоязненно шлифовать, не боясь протереть дыры. Выступивший клей и прилипшая бумага легко убираются шлифовкой. После этого можно обклеивать вторую сторону. Шпон на любую деталь нужно клеить обязательно с двух сторон, иначе при его усыхании деталь изогнется лодочкой или корытом. И желательно клеить шпон из того же материала или из другого со схожими характеристиками. Изнаночный шпон клеится тем же самым способом, но здесь я шпон использовал чуть-чуть попроще, не такой красивый. Лишь одну деталь я взял из той же кноли, что и лицевая сторона. Эта полоса у меня будет экспериментальной для дальнейшей отделки. Далее вновь шлифовка. Здесь я использую шлифмашину Rotox RO 150. Эту машинку я покупал в магазине 100tool.ru где-то года 4 назад. Поначалу я к ней долго привыкал, но сейчас это одна из моих самых любимых шлифмашин. Места, где клей пробило через трещины, придется отдельно почистить, и сделать это можно, наверное, только вручную. По крайней мере, я не нашел нормального способа, как сделать это механическим путем. Работа в принципе несложная, и обычный канцелярский нож с ней прекрасно справляется. После предварительной зачистки я дополнительно прошлифовал плоскости на шлифовальной системе Deterra на самом мягком круге. Делал это я без фанатизма, потому что ламели придется еще дополнительно строгать в рейсмусе. В данном случае без рейсмуса тоже не обойтись. Какая бы хорошая и качественная ни была фанера, все равно ее толщина пляшет в пределах около 1 мм. За каждый проход я снимал очень малое количество материала, в пределах 1 или 0,2 мм. И совсем забыл сказать, нумерацию деталей мне пришлось перенести на торцы. Теперь с фанерными полосами можно работать как с обычными досками. В дальнейшем они будут склеиваться в щит, и нужно прифуговать кромки. Дело это несложное, но нужно помнить, что фанера – это гораздо более грязный и более твердый материал, чем чистая древесина. Если на фуганке у вас установлен вал с обычными прямыми ножами, то готовьтесь, что после такого строгания ножи вам придется подправлять. Я на свой фуганок еще год назад поставил спиральный вал, поэтому фанеру строгать мне не страшно. После прифуговки хорошо видно, что толщина шпона в разных местах не одинаковая. Это обусловлено и неодинаковой толщиной фанеры, и шлифовкой, которую я производил, когда снимал бумагу. Но в любом случае оставшейся толщины шпона мне хватает для дальнейшей обработки. И вот наконец-то делянки можно сложить воедино и посмотреть, как будет выглядеть столешница. И все бы ничего, но у фанеры, кроме ее кривизны, есть еще одно неприятное свойство. На торцах поперечных слоев образуются завернутые волокна. И насколько острыми бы не были фрезы или ножи фуганка, эти завернутые волокна все равно образуются. Определить их можно на ощупь или проведя по кромке салфеткой. В одну сторону салфетка скользит, а в другую цепляется.
Как только вы нанесете клей, волокна распрямятся, и делянка в этих местах станет шире. Распрямившиеся торцы волокон упрутся друг в друга и не дадут состыковаться делянкам. К счастью, решается это очень просто. Нужно слегка прошлифовать кромку. Зернистость бумаги 120-150 единиц. После этого я приступил к более тщательной зачистке выступившего клея. Здесь в ход пошли различные ножи, стамески и металлическая щетка. Я немного поэкспериментировал с болгаркой и чашечной щеткой. Да, эта щетка работает очень эффективно и хорошо вычищает клей, но она броширует древесину, а брошировку я на дух не переношу. После зачистки делянок можно переходить к промежуточной шлифовке. Сейчас мне нужно загладить все ступеньки, а также сбить кромки. Точнее, не просто сбить, а закруглить их. Мне обязательно нужно, чтобы после склейки делянок в единый щит оставались небольшие канавки. По этим канавкам мне легче будет декорировать стыки делянок. После обработки на шлифовальной системе Детера все ступеньки и все трещины сглаживаются. Но при этом общая плоскость сохраняется. Если бы я пользовался шлифмашинами, я бы опять наделал ям и волн. На эту шлифовальную систему я делал подробный обзор, и ссылку приведу в описании к видео. Ко мне приезжало много друзей, чтобы посмотреть на эту диковинную штуку. И сейчас у каждого из них в мастерской есть такая шлифовальная система. Делянки можно соединить в щит несколькими способами. Можно использовать ламельный фрезер или обычный погружной с дисковой фрезой. Для соединения на шканты можно использовать присадочный фрезер или даже какой-нибудь китайский кондуктор. В моем арсенале уже лет 7 или 8 имеется дюбельный фрезер Domino DF500. Инструмент очень классный. Я бы даже сказал, что это инструмент для ленивых. Просто берешь, включаешь в розетку и работаешь. Да, инструмент не дешевый, но он экономит массу времени и сил. Склейку я произвожу на тот самый клей. Это клейберит 303. Мне он нравится тем, что имеет большое время открытой выдержки. И у меня есть целый мешок времени для того, чтобы намазать все детали и поставить струбцины. Хотя нет, не все. Я решил клеить частями. 3 делянки, а потом доклеиваю еще 2. Клей я наношу с избытком, и естественно он выступает на стыках. Выступивший клей, конечно, можно удалить сразу при помощи канцелярского ножа или кусочка пластика, но я не тороплюсь этого делать. Есть еще более доступный и простой способ. После того, как выступивший клей подсох и превратился в мутную светлую массу, его можно убрать при помощи нейлоновой щетки. Хоть клей схватился, но он все еще остается мягким. Нейлоновая щетка соскребает его очень аккуратно, не размазывая по поверхности. В результате клей скатывается и отлетает мелкими гранулами. А вот теперь снова при помощи шлифмашинки Rotex RO150 я выравниваю плоскость. На столешницу мне предстоит устанавливать обвязку. Работать придется от верхней стороны, поэтому здесь никакие ступеньки и перепады недопустимы. На этом предварительная обработка центральной вставки в столешницу практически закончена, но потребуется еще дополнительная обработка. Для этого проекта я мог бы использовать и обычный шпон с тангенциальным рисунком, но он показался мне слишком скучным. Вы очень часто спрашиваете меня, где я беру шпон. Раньше мне приходилось покупать его через интернет, но по счастливому стечению обстоятельств фирма, которая производит этот шпон, переехала из Подмосковья сюда, к нам в Воронежскую область, в город Лиски. И теперь я вообще не ограничен в своих проектах. Фирма называется Nordmasters. Они производят не только строганный шпон от 0,64 до 2,5 мм, но и пеленый шпон толщиной до 4,5 и более миллиметров. И, наверное, вы обратили внимание на огромную доску, которая висит у меня на стене. На самом деле это не доска, а 2 полосы пеленого шпона толщиной 4,5 мм. Напилены они из цельного дубового ствола шириной около 600 мм. Это тоже заготовка для одного из будущих проектов. Ссылку на компанию Nordmasters я оставлю в описании к видео. Уверен, многим это облегчит задачи по поиску шпона.
И, возможно, в ближайшее время мне удастся попасть к ним на производство и снять процесс изготовления шпона. Думаю, это тоже многим будет интересно. Основу столешницы можно отставить в сторону. А впереди вас ждет изготовление обвязки, подстолья, покрытие лаками и маслами, а также искусственное состаривание. Но обо всем этом я расскажу в следующих выпусках. А на этом сегодняшнее видео подошло к концу, и я надеюсь, что в нем вы нашли для себя что-то интересное и полезное. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить палец вверх и поделиться им с друзьями. А на этом все, и до новых встреч!